Маленькая девочка Лиза мечтала о собаке. С детской завистью она смотрела на счастливых хозяев, прогуливающихся, играющих, едущих в машинах со своими четвероногими любимцами. «Ой, смотрите, собачка!» С восторгом кричала девочка и зачарованно смотрела на самую милую ее детскому сердечку картину. О чем бы ни вела свою речь Лиза, но неизменно заканчивала одним и тем же: «Подарите мне собачку, ну хоть самую-самую малюсенькую, только чтобы она была моя». Заглядывая в глаза родителей, просила девочка, умоляюще сложив маленькие ладошки. Наконец-то наступил долгожданный день рождения и самый счастливый день в жизни маленькой Лизы. Наряженная, красиво причесанная девочка принимала гостей. Принимая подарки, она сосредоточенно и растерянно смотрела на родителей. Она ждала, родители украдкой озабоченно посматривали на часы. Когда все гости были в сборе и наступило время вкусного застолья, у папы зазвонил телефон. Коротко ответив, папа взял дочку за руку. «Лиза, к тебе приехал твой друг. Пойдем встречать», — сказал, улыбаясь, отец и повел ее в прихожую. Сзади следовала мама. Взволнованная девочка увидела незнакомого мужчину. После короткого поздравления незнакомец вынул из мягкой сумочки маленькое чудо. Да, это был щенок, маленький толстячок цвета темного шоколада, с короткой блестящей шерсткой и розовым бантиком на шее. Лиза, затаив дыхание, с благоговением приняла этот самый долгожданный и дорогой подарок. «Ой, бантик, какой бантик!» Только и смогла произнести девочка, целуя свое сокровище. Слезы радости и счастья капали из глаз малышки. «Он мой», — решительно сказала Лиза и убежала в свою комнату с маленьким толстячком на руках. Родители с трудом уговорили именинницу посидеть за столом с приглашенными ею гостями. Девочка села в кресло, посадив щенка на коленки. Окружающих для нее уже больше не существовало. Сейчас ее присутствие здесь стало просто актом вежливости. Все внимание Лизы было сосредоточено на ее долгожданном подарке. Друзья просили разрешения погладить щеночка, но неизменно получали отказ. Нет, девочка не была жадной. Она просто оберегала свое сокровище, опасаясь, что любое действие чужих рук может навредить щенку. Так в их доме поселился маленький стаффордширский терьер Бантик, Лизино счастье. О другом имени для своего друга Лиза и слышать не хотела. Они взрослели вместе. Может, вам известно, чего не может быть на свете. На свете не может быть Лизы без Бантика и Бантика без Лизы. Верный друг провожал свою маленькую хозяйку в детский сад, гордо шагая на поводке, который держала сильная мужская рука папы и детская рука Лизы. Вечером Бантик ходил встречать свою маленькую хозяйку, каждый раз радуясь ей, как после долгой разлуки. Вместе ходили гулять на собачью площадку, играли, ездили отдыхать за город, в гости к бабушке с дедом во время летних отпусков родителей на море. На занятия с кинологом тоже ездили вместе. Бантик был очень способным учеником, опытный кинолог особо отметил это с первого занятия. Ловкий и сообразительный, обладающий прекрасной памятью, как, впрочем, и все терьеры, он схватывал все на лету и даже с опережением. Вся семья гордилась своей сладкой шоколадкой, как ласково называла Бантика Лиза. Время бежало, наши неразлучные друзья взрослели. Лиза научилась читать, начиналась подготовка к школе. Бантик под руководством опытного кинолога освоил все собачьи премудрости поведения на отлично. Он превратился в мускулистого мощного красавца, ловящего каждое слово, каждый взгляд своих хозяев. Умный, красивый, мощный, самодостаточный, уравновешенный, фанатично преданный семье, Бантик покорил сердца близких, друзей, соседей, знакомых, всех, кто его знал. Пришла пора самых жарких летних денечков.
В бархатный сезон семья собиралась на море, а пока, в ближайшие выходные, намечалась поездка на большое подмосковное водохранилище, которое истори почему-то тоже было принято называть морем. Решили, собрались, сели, поехали. Отличное настроение, замечательная погода. Жизнь удалась, думал рано утром Бантик, сидя в машине рядом с детским креслом своей маленькой хозяйки. Бантик точно знал, куда они едут, он запомнил эту дорогу с предыдущих поездок. Пес очень любил купаться и сидел, нетерпеливо переминаясь с лапы на лапу в предвкушении долгих купаний в теплой чистой воде большого водоема. А еще будут прогулки по лесу, вкусная еда у костра и ночевка в палатке. Как здорово, что мы все есть и как замечательно устроен мир, думал Бантик. В тот день удача сопутствовала им во всем. Быстро доехали, их любимое место у леса. С полянкой на высоком песчаном береге было свободно. И вообще народу было на удивление немного. Ближайшие палатки виднелись за зарослями не менее чем в 300 метрах от их лагеря. Обустроились, поставили свою большую, уютную палатку, развели костер, отварили вкусные сосиски, вскипятили чай, весело позавтракали и побежали купаться. Спустились по крутой песчаной тропинке вниз к воде. Бантик с Лизой бежали впереди и с разгона плюхнулись в воду. Вода была теплая, как парное молоко. Купались долго. Наконец уговорили Лизу с Бантиком выйти из воды. Решили немного позагорать и начать готовить обед. Папа собирался немного порыбачить, а вдруг удастся поймать рыбу, как в прошлый раз, и наварить котелок вкуснейшей ухи на костре с дымком. Вкуснотища. Он быстро накачал свою большую резиновую лодку и, взяв снасти с заранее приготовленной наживкой, готов был отправиться к воде. Бантик умоляюще смотрел то на Лизу, то на папу и тихонько скулил. «Ладно уж, иди, только будьте осторожнее на воде, не заплывайте далеко», милостиво разрешила Лиза тоном взрослой, умудренной опытом дамы. Мама улыбнулась, кивнула нетерпеливо приплясывающему на месте Бантику. Пес радостно пустился бежать следом за хозяином, он ведь тоже любил уху, а в эти счастливые минуты он вообще любил весь мир. Лиза загорала на мягком покрывале, она принесла из машины белую мамину сумку, в которую второпях запихнула интересные детские журналы и рассматривала новый выпуск. Особенно понравившиеся рассказы из своих журналов она часто читала своему самому благодарному слушателю Бантику. Мама сидела в раскладном кресле, она задремала на солнышке, отдыхая от своих ежедневных хлопот и загорая одновременно. Лиза не видела, как из леса вышли двое мужчин и, осторожно осматриваясь по сторонам, не спеша, направились в их сторону. В руках одного из них была бейсбольная бита. Увлеченная чтением, она смеялась проделкам героев рассказа, когда кто-то заградил ей солнце. Оторвавшись от журнала, она увидела двух мужчин. Прямо напротив них с мамой стоял страшный дядька с битой в руке. Он был небольшого роста, квадратный, с землисто-серым лицом, небритыми щеками и маленькими, глубоко посаженными, колючими глазками. За ним стоял молодой парень, высокий, очень худой, бледный как снег, прячущий в карманы длинные руки. Тощее тело его заметно подрагивало, как будто в такую жару его бил озноб. Оба были одеты в грязную, порванную местами одежду. Мама хотела вскочить с кресла, но Квадратный толкнул ее назад. «Деньги давай, цепочку и серьги сними. Да, смотри мне, без шума, а то». Процедил он сквозь зубы, угрожая битой. Трясущимися непослушными руками мама пыталась расстегнуть тугие замки на золотых сережках. «Я все отдам, не пугайте ребенка, пожалуйста», — твердила она. Лиза, со страхом, глядя на происходящее, машинально прижала к себе мамину сумку. «Лиза, отдай сумку», — приказала мама. «Нет, это мамина».
Дрожа от страха, почти выкрикнула девочка в ненавистное лицо страшного дядьки. «Давай быстрее, что ты там копаешься?» — поторапливал молодой. Страшный дядька наклонился к Лизе и с такой силой рванул к себе сумку, что девочка плашмя упала прямо к его ногам. Мама Лизы с силой вскочила с кресла, но молодой парень снова толкнул ее обратно так, что кресло опрокинулось на землю. Молодой, грязно выругавшись, хотел сорвать с упавшей женщины золотые украшения. Рыболовы уплыли вдоль берега на приличное расстояние от своего лагеря. Бантик сидел с хозяином в плавно покачивающейся на воде лодке и дремал. Вдруг он насторожился, вскочил, на секунду прислушался, прыгнул в воду и быстро поплыл к высокому берегу, скрывающему все на нем происходящее. «Бантик, ко мне!» «Куда? Назад?» — кричал хозяин. Пес не повиновался. Тогда мужчину тоже охватило волнение. Он быстро погреб к берегу. Быстро достигнув берега, Бантик, как на крыльях, буквально взмыл вверх и бросился в сторону их лагеря. Первой его увидела Лиза. Они с мамой, словно сговорившись заранее, пронзительно завизжали. Бантик бежал быстрее ветра в ореоле брызг воды, летящих с мокрой шерсти и искрившихся на солнце. Он видел, как человек со страшным, искаженным злобой лицом бросил сумку второму и замахнулся своим страшным оружием на его беззащитную хозяйку. Бантик на отлично усвоил защитно-караульную службу. Секунда, и нападающий выронил биту из насквозь прокомпостированной в нескольких местах руки, взвыл от боли, катаясь по земле. «Квадрат, валим!» «Быстрее!» — крикнул второй в это время, быстро ткнул в бок псу зажатым в свободной руке острым ножом и бросился бежать с сумкой в сторону леса. Подбежал папа Лизы. На шум бежали молодые люди из палаток соседнего лагеря. Они скрутили здоровяка с битой. Бантик поднялся и тяжело побежал за вторым с сумкой. Он должен был его догнать. В горячке Бантик не чувствовал боли, но что-то горячее, муторное мешало ему бежать там, в боку. Бантик сам себе давал внутренние команды. Догнать вперед. Не уйдешь, потерпи. Еще немного. Вот он. Бантика нашли по тонкой ярко-алой полоске, бегущей по траве вслед за ним. Он лежал на сумке своей хозяйки, ставшей вдруг красной. Рядом с ним лежал второй нападавший. Тяжело дыша вдруг опавшими боками, пес не давал ему пошевелиться, предупреждая грозным глухим рыком. Увидев помощь, он завалился на бок и затих. Ждали полицию. Скорая ветпомощь была занята и приехать могла только через час. Оставив помогавшим ребятам из соседнего лагеря свои данные, бросив вещи и палатку, завернув Бантика в покрывало, помчались в ветеринарную клинику. Гнали, нарушая все, что можно и что нельзя. Удача, с некоторым опозданием, продолжала преследовать их в тот день. Хирург оказался на месте. Через 5 минут был на месте анестезиолог. Последовала срочная, сложная операция. Надо ли говорить, что испытали хозяева отважного Бантика? Что чувствовал медперсонал клиники, узнав историю собаки? Когда маленькая заплаканная девочка, глядя с мольбой и надеждой в глаза каждого из них, спрашивала: «Бантик не умрет». Они сделали все, что возможно. Бантик выжил, но до конца своих дней остался инвалидом. Милый, преданный Бантик, он уже не мог, как раньше, так быстро бегать и скакать на собачьей площадке, долго плавать и без устали играть со своей обожаемой Лизой. Только от этого он стал еще любимее и роднее для своей семьи. Преданное собачье сердце, нет ему равных.